Вы, наверное, успели заметить на обложке мою картинку с 3 невнятными воздушными шариками. И, может быть, даже задаться вопросом, к чему бы такая пестрота? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Видос. Для меня всегда праздник, профессор. Нет, праздники тут ни при чем. Просто мне нужен был рисунок, в котором бы явно присутствовали все 3 основных цвета – красный, зеленый и синий. А также было достаточно ровных поверхностей, чтобы в нашем будущем эксперименте вам было проще увидеть, что происходит на градиентных переходах. Вот я и сделал такую условную картинку. Я понимаю, что из-за такого разброса красок картинка не выдерживает какую-то гармонию, но, увы, для урока так надо. Поэтому не ищите здесь смысл и красоту. Вообще, я хотел бы заранее предупредить, что данный ролик будет тяжело назвать уроком, потому что в нем не будет чего-то конкретного, что можно напрямую применить на практике. Хотя он и является производным от последнего урока, где я сказал о том, что иногда фильтры в художественных программах работают не так, как хотелось бы. А именно, на примере фильтра политризации в Krita мы обнаружили, что он иногда выбирает непредсказуемые для нас цвета, и потом за этим фильтром приходится исправлять отдельные пиксели. Поэтому этот урок будет скорее ликбезом, через который вы глубоко познакомитесь с тем, как программы трактуют, воспроизводят или индексируют цвета. Вы будете комфортнее себя чувствовать с такими понятиями, как цветовой профиль или модель и тому подобное, и перестанете бояться менять эти опции под свои нужды. Если, конечно, до настоящего момента для вас эти области графических программ были как белые пятна на карте ваших знаний. В прошлом уроке я также сказал, что на самом деле фильтр делает все правильно. В смысле, действительно, по правилам, которые ему были установлены разработчиками. Вне этих правил любая компьютерная функция мыслить не умеет. Она просто слепа к нашим художественным пожеланиям, поэтому иногда делает не то, что нам хотелось бы. Возможно, распространившиеся в последнее время нейросетевые функции, если бы они уже существовали для наших графических редакторов, могли бы лучше предугадывать наши пожелания и вносить нужные исправления, и могли бы сводить к минимуму возможность подбора инородных цветов. Но гарантировать они вам этого не смогут никогда, просто потому что нейросети – это тоже программа, у которой в отличие от человека нет абстрактного мышления. Не говоря о том, что наличие нейросетей в программах снижает их производительность и может занимать существенно больше места на жестком диске. В общем, на мой взгляд, программам лучше никогда полностью не доверять. Вернее, доверять, но всегда проверять за ними. Примерно как бухгалтер, считающий зарплату, не должен полагаться на одну заветную кнопочку «рассчитать» и потом бежать пить чай. Что-то я сегодня с самого утра ничего делать не могу. Нужно делать хотя бы выборочную проверку заранее известных сложных моментов, иначе кого-то из сотрудников так можно обидеть и не додать ему зарплату. Ладно, и так сойдет. То же самое нужно делать с любой программой, в том числе художественной. А чтобы знать, что проверять, нужно лучше изучать программы, в которых мы работаем. Проблема в том, что мы, как художники, не всегда имеем представление о тех или иных правилах обработки изображений. Да, собственно, оно нам и не надо, поскольку мы не программисты. Однако у меня есть некоторый опыт программирования подобных функций преобразования цветов в цвета палитры. И могу сказать, что там нет ничего сверхмудрого, поэтому мне будет легче рассказать вам, что примерно происходит внутри этого фильтра, чтобы он больше не сбивал вас с толку. Я думаю, это знание будет полезным для багажа любого художника. Вернемся к нашей условной картинке с шариками. В целях наглядности эксперимента мы уменьшим картинку до размера 32 на 32, чтобы она стала напоминать пиксельный спрайт. Также у нас имеется палитра на 256 цветов. Вообще, я хотел было значительно уменьшить количество цветов палитры, также для наглядности, ведь мы будем много говорить о цифрах, стоящих за этими цветами. Но потом я докопался и понял, что чем меньше будет цветов, тем хуже будет для вашего понимания. В конце концов, я покажу примерный алгоритм фильтра в наиболее удобном виде. Поэтому, скорее всего, мы даже не успеем запутаться в таком обилии цветов. Я упомянул, что разрешение рисунка 32 на 32. Другими словами, если умножить 32 пикселя ширины на 32 пикселя высоты, мы получим 1024. Это общее количество пикселей в этом изображении. В памяти компьютера эти пиксели располагаются, грубо говоря, в одну линию. Горизонтально или вертикально, неважно. Главное, что они располагаются друг за другом. Но если точнее, то располагаются, разумеется, не пиксели, а их цифровые значения.
Машины даже не знают, что такое пиксели. Им вообще все равно, как это называется. Сейчас наш рисунок использует весь 32-битный спектр цветового круга, где есть 4 канала для силы красного цвета, зеленого, синего и прозрачности. И на каждый канал приходится по 8 бит. При таком 32-битном режиме слоев на каждый 8-битный канал цвета приходится максимум 256 значений. От значения 0 до значения 255 включительно. Другими словами, поскольку первым из 256 значений было значение 0, следовательно, последнее значение будет не 256, а 255. По идее, дальше этой величины, 256, я могу не углубляться. Однако я боюсь, что у кого-то, кто не знаком с основами информатики, может быть вопрос. А почему именно 256? Почему не 300 или не 1000? Я очень долго думал, включать ли мне следующую главу в этот урок или нет, или же сделать из нее отдельный ролик, потому что тема устройства цветов и проблем с фильтрами в целом достаточно изолированы. Но когда я пробовал разделять материал на 2 урока, уже несколько раз ко мне приходило осознание, что в данном конкретном случае делать этого не стоит, потому что по ряду пунктов между ними есть не самая заметная, но крепкая связь, и разделение на 2 ролика только испортит понимание темы. Поэтому, чтобы уж наверняка закрыть эту тему, я все-таки кратко объясню. А те, кто знает, как устроены числа в наших цифровых устройствах, могут пропустить следующую главу. В общем, потолок на один 8-битный канал равен 256. Но и это еще только поверхностное представление. Скорее всего, вы это знаете, но я только напомню, что числа в компьютере хранятся отнюдь не в таком привычном нам виде десятичных цифр, а в виде двоичных данных, то есть используя только единицу или 0 для каждого бита памяти. Потому что электричество в каких-то цепях компьютера либо есть, либо его нет. Либо да, либо нет. Это называется двоичной системой счисления, грубо говоря, системой счета, при которой мы можем оперировать только 2 значениями, а в случае с компьютерами – единицей и нулем. Поэтому и данная система счисления, система счета 2 состояниями лампочек, не позволяет хранить больше 2 значений. Опять же потому, что это вообще не значения, а просто 2 противоположных состояния – вкл и выкл. День и ночь, свет и мрак, весь наш мир устроен так. Но чтобы как-то уметь хранить большие числа, программисты условились группировать биты информации в разные разрядности. То есть рассекать эту общую большую колбасу единицы нулей на куски разной длины. Вначале на 2-битные куски, потом 4-битные, потом 8-битные и так далее. И по условиям такой группировки в каждом сегменте, например, из 8 бит, первое значение 0 будет писаться так. Далее, как в младших классах школы мы учились складывать столбиком, складывая числа справа налево и с выравниванием по правому краю, мы добавляем единицу в младший разряд справа. И таким образом 0 плюс 1 дает нам 1, наше второе значение. Добавив еще единицу, должно получиться 2. Но в двоичной системе не существует никаких 2. Есть только 1 или 0, когда или нет. Поэтому далее, так же как в школе, мы переносим единицу в более старший разряд и освобождаем младший, ставя в нем 0. И получая в итоге «да-нет». Да нет, наверное. Это для его компьютерной программы. Все, у него летит все. Вирус попал. Это и есть привычная нам цифра 2 в двоичном представлении. Пригласив в эту компанию еще одну единицу, она увидит, что младший разряд не занят, поэтому вновь 0 плюс 1 даст нам 1. И так получится двоичное число 3. Еще плюс 1, и опять ей нет места ни в первом разряде, и уже даже не во втором. Поэтому вновь единица переносится в более старший 3-й разряд, который не был занят, и младшие разряды, будучи вновь переполненными, также обнуляются. Опять же, все как в школе, только с той разницей, что в школе мы считали, используя систему счисления из 10 символов, где 9 обозначала максимальное наполнение разряда, а в двоичном виде нам теперь приходится ограничиваться только 2 символами. В общем, и так далее. По такому принципу заполняются биты информации, пока не достигнут своего предельного значения 255, которое может хранить сегмент из 8 лампочек.
потому что больше лампочек ему не выдали. Да лампочки! Но полотно из единиц и нулей в таком виде неудобно для чтения даже для программистов. И программисты стали ужимать эти записи до более удобных для чтения. Четверичная система счисления, в которой максимальное наполнение стало обозначаться тройкой, сжала запись вдвое. Восьмеричная, в которой максимальное наполнение стало обозначаться семеркой, где-то втрое. Еще раз обращаю внимание, по факту в компьютерных цепях для хранения информации используются только эти, двоичные числа, где электричество либо есть, либо нет. А сокращенная запись с дополнительными символами, то есть 2, 3, 4 и так далее, используется только для программистов для удобства чтения с дисплея. Да, я понимаю, что это не так легко осознать, но это вполне нормально. Тем более я всего лишь хочу до конца ответить на вопрос, почему в программах повсеместно встречается значение 256. Поэтому давайте сделаем еще небольшой рывок, и я перестану вас этим грузить. Сядьте и получайте удовольствие, я сказал, сядьте и получайте удовольствие. Разумеется, программисты были бы рады использовать привычную нам десятичную систему. Но, увы, как вы поняли, в машинах все может быть кратно только 2. И когда восьмеричной системы счисления, видимо, также оказалось недостаточно, следующим шагом стало возможно использовать 16-ричную, минуя нашу десятичную. Потому что компьютеры, как ни крути, с десятками не дружат в силу своей двоичной природы. Поэтому, в конце концов, пополнив арсенал цифр до 16 символов, в компьютерах стали использовать 16-ричную систему счисления, представляя значения в виде так называемой хекс-записи. А за неимением дополнительных арабских цифр после девятки, 16-ричной системе сделали небольшую модификацию. Начиная с десятки, числа стали обозначать латинскими буквами. 10 это А, 11 это Б, 12 это С и так далее до значения F, что значит 15. И также по классике продолжаем складывать. Как только значение достигает 16, в старший разряд также добавляется единица и обнуляется младший. Так вот, к чему я это рассказал? А к тому, что, во-первых, ячейка, которая может хранить в себе 8-битное значение от 0 до 255 включительно, это минимально допустимая величина данных, которые могут оперировать большинство компьютеров при вычислениях согласно принятым стандартам. Эта ячейка и называется байтом. Проще говоря, все данные читаются в большинстве компьютеров побайтово, по 8 лампочек за шаг. Обработав одни 8 лампочек, процессор переходит к следующим 8 лампочкам, и к следующим, и так далее. В свою очередь, на уровне программы, в которой мы работаем, например, в нашей крите, различные функции могут захватывать для обработки аж целое слово, состоящее из 4 байт. В смысле словом «слово» называется группировка из нескольких байт. Как и в нашем человеческом языке есть буквы, а из них складываются слова. Но если быть точнее, то в компьютерах словом называют группировку из 2 байт, а группировку из 4 байт называют двойным словом. Но это не суть, просто это называется словами. Главное, что ничто не ограничивает программы создавать подобные группировки из нескольких байт, в которых, разумеется, можно поместить куда большие значения чисел, чем 256. Захватив не 1, а 2 байта, становится возможным хранить значения от 0 до 65 535. Сгруппировав 3 байта, становится возможным хранить значения от 0 до 16 миллионов с чем-то там. А при группировке 4 байт, максимума для 32-битных машин, можно хранить значения от 0 до 4 миллиардов 200 чего-то там. Вот это да, числа растут как на дрожжах. Но, конечно, обычно пиксели группируют в несколько байт, но не трактуют их единым большим значением, если в этом нет острой необходимости. Группировка делается для того, чтобы быстрее обрабатывать данные всех 4 каналов цвета за один цикл. Например, если мы рисовали спрайт в 32-битном режиме, по 8 бит на каждый канал, то какая-нибудь функция вроде фильтра поляризации, скорее всего, будет захватывать именно по 4 байта за один цикл обработки, потому что каждый пиксель в 32-битном режиме состоит из 4 байт. Если вы до сих пор не понимали, почему цвета в каждом графическом редакторе также дополнительно представляют в хекс-формате, теперь вы это знаете, и, надеюсь, теперь можете даже правильно читать эти значения. Первые 2 символа. Первый байт со значением красного. Вторые 2.
второй байт с зеленым, третья пара – синий, четвертая, если присутствует, это альфа-канал непрозрачности. На последний байт альфа-канала бывает опускают, если изображение чисто 24-битное, как в стандартном BMP формате. В общем, при работе фильтр будет учитывать цвета палитры, которую мы ему дали, и искать в ней ближайший цвет для каждого захваченного пикселя. Для этого отдельной стопкой фильтр складывает список значений палитры, а в другой стопке список значений каждого пикселя картинки. Но вот незадача. Я сказал слово «ближайший цвет». И понять, каким образом цвета каждого отдельного пикселя из картинки ищут, какой цвет из палитры к ним ближе, проще всего, если представить цвета палитры в трехмерном пространстве. Тем более, что базовых цветов у нас именно 3. По оси X пусть будет красный, по оси Y зеленый, по оси Z синий. Разные цвета палитры, словно планеты, впишутся в форму куба с началом координат в точке 0, 0, 0, то есть полностью черный цвет с нулями по всем трем составляющим, и с концом координат в противоположной точке 255, 255, 255 с максимально белым цветом. Вы можете даже заметить, в какую красивую линию выстроились серые цвета палитры в середине. Таким образом, все эти цветовые планеты будут служить ориентирами для странствующих космических кораблей, внезапно возникающих из какой-нибудь червоточины. То есть наших пикселей из картинки с такими же 3 координатами красного, зеленого, синего, как X, Y, Z, которые по очереди, как на конвейере, нужно быстро пришвартовать к ближайшей планете, пока у них не закончится топливо. Ближайшая планета и будет ближайшим похожим цветом, который пиксель из картинки должен принять на себя в процессе палитризации. И тут начинается самое интересное – алгоритмы, от которых зависит эффективность выбора наиболее подходящих цветов. То есть таких цветов, которые лучше бы соответствовали нашим художественным ожиданиям и нашему человеческому зрению. Конечно же, самым простым способом определения ближайшей планеты будет расчет расстояния по теореме Пифагора по всем 3 осям. Таким образом, очередной цветной кораблик с нашей картинки, прилетевший из червоточины, оказывается в точке пространства А8 4Е 49 в хекс-кодировке. Другими словами, на координатах 168, 78, 73 согласно значениям каждого канала RGB своего цвета. И чтобы понять, к какой планете ему лететь, он поочередно сканирует все 256 цветов данного квадранта, получая от каждой планеты координаты их местоположения и рассчитывая до них расстояние. Параллельно в процессе расчетов он сравнивает и запоминает последнее самое близкое расстояние. Хотя алгоритм индексации цветов в действительности сканирует именно все 256 цветов для каждого пикселя картинки, для наглядности мы опустим эти многочисленные расчеты и попробуем рассчитать расстояние лишь до нескольких планет, которые мы, люди, в отличие от компьютера, очевидно можем быстрее оценить как ближайшие к кораблю. Например, эта планета рядом с кораблем имеет цвета 160, 105, 95. Учитывая координаты корабля 168, 78, 73, попарно каждой оси с помощью вычитания находим длины всех 3 катетов. Далее возводим длину каждого катета в квадрат, суммируем эти квадраты, и из полученной суммы извлекаем квадратный корень. На выходе получаем длину гипотенузы около 35,7. Она же и есть расстояние до этой планеты. По той же формуле расстояние до другой планеты уже будет таким. До 3 – таким. До 4 – таким. Из всего списка рассчитанных расстояний корабль выбирает наименьшее и, согласно порядковому индексу, отправляется к соответствующей этому расстоянию планете. Однако мы рассмотрели поиск ближайших цветов только в пространстве RGB. А ведь бывают и другие, и они могут давать более хорошие результаты, чем RGB. Потому что расположение цветов в нашем линейном кубическом пространстве будет совсем другим. И выбор цветов будет основываться на совсем других показателях. Например, цвета нашей палитры в пространстве HSL займут уже такие положения. Как видите, на одной оси цвета выстроятся по оттенку, на другой по насыщенности этих оттенков, на третьей по их светлоте. На координатах именно таких показателей будут появляться корабли и выбирать себе ближайшие цвета.
Для этого урока я также написал код с таким алгоритмом, чтобы убедиться в правильности своих предположений. И могу уверенно сказать, что программа Krita в своем фильтре поляризации для поиска ближайших цветов использует именно алгоритм расстояний. Также я дополнительно заглянул в исходные коды Krita, и судя по этим строчкам, я не ошибся. Для расчета расстояний Krita использует функцию старой проверенной библиотеки Boost для программистов. По правде говоря, результат моего кода отличился от кода библиотеки Boost только на пару пикселей. Но это несущественно. Вникать в мелкие нюансы функции уже нет смысла, потому что если бы это был другой алгоритм, то он бы заметно иначе преобразовал цвета. Но использование линейного расчета расстояний в Krita меня немного разочаровало, потому что именно здесь кроется проблема часто встречающихся инородных цветов. Ведь простой расчет дистанции без учета специфики восприятия цветов, к сожалению, не лучший. Как минимум потому, что если, например, от корабля до каких-нибудь 3 планет будет одинаковое расстояние, алгоритм при сравнении расстояний может предпочесть первый или последний попавшийся цвет. Какой именно, зависит от нюансов. Хотя по здравому смыслу делать выбор между равными значениями – это такой себе выбор. Проще кинуть жребий, чем заниматься этим выбором. И получается, по существу можно сделать вывод, что такой линейный расчет достаточно бездумно подходит к выбору цветов, отчего и возникают подобные аномалии в выборе цветов палитры. Но несмотря на это, нельзя называть алгоритм расстояний плохим. Например, программа AC Pride делает индексацию еще хуже, и я даже пока не знаю, какую она использует функцию. Но суть в том, что именно для наших целей намного лучше подошел бы какой-нибудь другой алгоритм, который хотя бы смог бы учитывать нюансы каждого цвета, то есть правильно опознавать и распределять веса при выборе цветовых индексов, и лучше исполнять свою задачу. И чем лучше алгоритм будет распределять веса по каждому каналу, тем меньше нам придется за ним исправлять. Такие алгоритмы есть. Например, поиск цветов по коэффициентам сигналов яркости, которые используются для совместимости цветного и черно-белого телевидения и представлены в некой рекомендации 601 Международного союза электросвязи сектора радиосвязи, которая, видимо, стала основой для некоторых ныне популярных видеокодеков. Поэтому алгоритм, о котором я хочу дополнительно рассказать, учитывает эти степени яркости для каждого из 3 основных цветов. В частности, такие коэффициенты: для красного, для зеленого, для синего. Говоря про степень яркости каждого цвета, я говорю буквально об их мощности, о способности цвета излучать свет, как если бы мы преобразовали изображение в серые тона. Из всего видимого спектра частот, как видно, зеленый ярче, чем красный и синий, а синий самый темный. Небольшое отступление. Я сильно не вкапывался в глубины этой уже достаточно технической информации, потому что для цели рисования настолько глубоко нам это понимать и не нужно. Моя задача только рассказать вам о поведении программ относительно цветов, чтобы вы научились сравнивать их результаты и оптимизировать свою работу. И, к сожалению, лучше всего я могу донести эту информацию, если приведу хотя бы пару примеров. Но что касается этих коэффициентов, то, как я понял, к таким значениям пришли исследователи еще в 20 веке, учтя массу факторов восприятия цветов человеческим глазом, частоты цветов, фактуру материалов и тому подобное, и вывели из этого стандартизированные рекомендации. Конечно, даже эти стандарты не истина в последней инстанции. И я полагаю, данные значения вполне можно регулировать под свои нужды, или вообще создавать свои алгоритмы. Кто найдет самый идеальный цветовой профиль в мире, тот и будет молодцом. Главное, что теперь, зная о таком распределении весов между 3 цветами, можно модифицировать старую формулу. Теперь мы не будем извлекать корень из суммы квадратов катетов, а каждый квадрат катетов будем умножать на эти веса. Теперь программа будет иметь в виду, что если, грубо говоря, произошло незначительное изменение яркости, значит это был синий цвет. Среднее изменение значит, скорее всего, красный. И если большое изменение, скорее всего, зеленый. С таким весовым подходом мы избавимся от конфликта с равноудаленными друг от друга планетами, и программе будет легче найти разницу между цветами с одинаковыми значениями в разных каналах. То есть теперь она сможет понять, чем отличаются равноудаленные планеты 255.0.0, 0.255.0 и 0.0.255. Потому что отныне каждое расстояние будет иметь свой уникальный идентификатор в виде длинного рассчитанного значения, который тяжело будет спутать с другими значениями. Словно каждое значение – это уникальная пропорция сплава из 3 металлов.
Например, если корабль будет находиться в начале координат 0,0,0, то есть его цвет будет полностью черным, а планеты будут равноудаленно расположены на координатах, которые я уже назвал, тогда из этой тройки планет корабль, конечно, выберет синюю, потому что из 3 цветов синий для нашего человеческого зрения является самым темным. Если же поместить корабль в центр квадранта, то есть он будет иметь максимально нейтральный серый цвет 127, 127, 127, тогда отклонения в складывающихся числах будут уже не такими заметными. Однако и на таком распутье алгоритм не растеряется, потому что, как я уже сказал, у каждого расстояния будет свой идентификатор яркости. Как правило, подобные сложности с грязными цветами, о которых я заговорил, возникают, если ваша палитра имеет большое количество цветов, или вообще максимум 256 цветов. Но если для индексации своего рисунка вы будете использовать палитры с небольшим количеством цветов, то все эти алгоритмы, скорее всего, будут для вас не важны. Потому что чем меньше цветов, тем выше вероятность того, что разные алгоритмы будут выдавать похожие результаты. И что касается нашего рисования в стиле пиксель-арт, то именно все подобные процессы приведения цветов к ограниченному набору цветов палитры и называются индексацией. Ведь теперь каждому пикселю рисунка можно смело назначить свой порядковый номер цвета из палитры. Таким образом, после индексации каждый пиксель рисунка займет в 4 раза меньше места в памяти, потому что порядковый номер, он же индекс, будет занимать 1 байт информации, в то время как в 32-битном формате 1 пиксель занимал все 4 байта. Я описал только примерную поверхностную концепцию популярных алгоритмов палитризации, хотя на самом деле эта тема достаточно широкая, если не бесконечная. Но описанные концепции должны дать вам понимание того, почему подобные фильтры иногда могут выбирать для вас не те цвета, которые вам хотелось бы. Компьютерная программа видит только числа. А какой цвет вам больше подходит, она не то что не может угадать, но ни одна программа даже не знает, что такое эти цвета. Здесь работает только математика, которая в конце концов и зажигает вам нужные лампочки в пикселях дисплея. Поэтому от выбора цветовой модели также может многое зависеть. Использование других моделей цвета может улучшить или ухудшить ситуацию, потому что они иначе будут трактовать эти 4 или 3 байта цветовых каналов. Полагаю, если вы выберете цветовой профиль хотя бы с 16-битной глубиной, тогда каждый пиксель вместе с вашим проектом хотя и будут занимать в 2 раза больше места на диске, но и шансы на точность выбора цветов, вероятно, возрастут. В целом, для цели рисования большего понимания устройства изображений в цифровом виде художнику не понадобится, а более глубокое погружение в эту тему только превратит урок в курс по программированию. Кстати, о курсах. Следующим на очереди мы планируем сделать небольшой, но достаточно исчерпывающий мини-курс по анимации. Можете не верить, но 2 уроков по этой теме со всеми ее принципами и возможными фишками более чем достаточно. Целых курсов или многолетних вебинаров тема анимации на самом деле не стоит. Однако на данный момент у нас нет возможности быстро выпускать ролики, так как нас всего 2 и канал пока не является нашим основным направлением. Он был создан исключительно для того, чтобы мы могли изредка делиться со своими друзьями и единомышленниками, а заодно и со всеми вами, самыми насущными, но при этом подробными знаниями в тех областях, в которых мы уже достаточно хорошо разбираемся. Рисование, анимации, сценарирование, саунд-дизайне и музыке, разработки игр и программ. Но, к сожалению, на производство роликов с понятной и доходчивой инфографикой уходит немало времени. Особенно таких, как этот, на который ушло около 300 часов работы за все это время, потому что он был сплошь из инфографики. А делать их на отвали не то, что не хочется, просто от этого теряется смысл. Ну а если вдруг вам очень захочется ускорить процесс их производства, на нашей странице Boosty вы сможете узнать, как это можно сделать. Также не забывайте про наши соцсети ВКонтакте или Telegram, где мы также иногда делимся некоторым полезным не-видеоконтентом и даже полезными скриптами, утилитами для работы. Что-то уже в доступе, что-то еще готовится и планируется к выпуску. Но какой бы небольшой ни была утилита, в любом случае ее как минимум следует документировать, это тоже время. В общем, если вам понравился этот урок, не сдерживайте себя, ставьте лайки, оставляйте свои восторженные комментарии или восторженные вопросы. Не забудьте с таким же восторгом подписаться. Тем более, чаще всего именно заинтересованность со стороны, диктуемая реальной необходимостью понять, вдохновляет нас на создание наиболее интересного материала.